Наташа, очень нравятся ваши видео и ваше отношение ко всему живому. Вы как-то обещали рассказать, что вы делаете с пнями, чтобы росли детки. Надеюсь, ваше обещание в силе. Жду с нетерпением. Такой комментарий от Галины я прочитала 4 дня назад на канале «Классика орхидейного жанра». Привет, друзья! Сегодня поговорим о пеньках, а точнее об одном пеньке, который образовался на ваших глазах чуть более месяца назад. 8 июля 2022 года вышло видео о делении фаленопсиса Magic на две части – верхнюю и нижнюю. Деление не было плановым, а скорее было вынужденным. В результате падения фаленопсис впал в глубокий стресс и лишился нескольких пар листьев. Поскольку растение долго находилось в одной и той же посадке и не пересаживалось более 3 лет, я приняла решение разделить фаленопсис, укоренить верхнюю часть, а от нижней части или пенька ждать детку. Процесс деления, процесс адаптации после деления и результат я показывала в отдельном видео. Это видео хранится в плейлисте «Фаленопсисы. Вопросы по уходу». Как всегда, ссылки на все видео, которые я буду упоминать в этом, будут размещены в первом закрепленном комментарии под видео и в описании к нему. Если вы очень торопитесь, и если у вас нет 10 или 20 минут для просмотра видео целиком, там же я размещу тайм-коды или временные коды для быстрой навигации по видео. А с теми, кто научился жить в гармонии с собой и со своим временем, мы, как всегда, начнем разговор обо всем по порядку. Часто в результате деления или в результате гибели верхней части орхидеи от нее остается один пенек. Пеньком орхидеи принято считать часть ствола или стебля орхидеи, прилегающей к корневой системе. Пеньки бывают разными – облиственными и безлистными. Есть у пня листья или нет, принципиального значения не имеет. А что принципиально? Принципиально, чтобы на стволе или стебле орхидеи была хотя бы одна живая меристемная почка. В ботанике термином меристема называют примерно то же самое, что в зоологии называется стволовые клетки. Проще говоря, это такие клетки в организме, которые постоянно растут, делятся и из которых в принципе может сформироваться любая часть материнского растения или целый организм. У нас с вами стволовые клетки содержатся в спинном мозге, а у растений клетки меристемы концентрируются в кончиках корней, в почках, бутонах и в других постоянно растущих частях. Зародыш в семечке цветкового растения целиком состоит из меристемной ткани. И совершенно неважно, какое перед вами растение – орхидея или нет. Абсолютно на все высшие растения распространяются одни и те же биологические законы. На ваших экранах образование новых побегов из меристемных почек на стволе юки. А сейчас на ваших экранах образование новых побегов совершенно обезлиственного ствола толстянки, крассула или денежного дерева. Не так давно в комментариях у меня спрашивали, что можно сделать со стволом толстянки, как использовать его для орхидей. Друзья, в стволе толстянки нет сока, и использовать его в качестве сырья для приготовления настоя нельзя. А вот вырастить из этого ствола новую толстянку можно. Запомните, на стволе любого высшего растения всегда есть меристемные почки. Больше или меньше, но есть. И из этих меристем практически всегда можно получить новое растение, новую жизнь.
Но для того, чтобы пробудить жизнь из меристемы, нужно прежде всего понимать физиологию растения. Что нужно растению для того, чтобы пробудить меристему? И самый главный вопрос, который волнует многих: как быстро произойдет активация меристемы? Случится это за неделю, за месяц, за полгода или за год? И сегодня мы обязательно дадим ответ на этот вопрос на примере этого растения. Еще месяц назад на куске ствола фаленопсиса Magic Art можно было видеть вот такую меристемную почку. Я возлагала на эту меристему небывалые надежды и очень тщательно наблюдала за ней и воздействовала на нее. Я смазывала эту меристему соком подорожника. О целебных свойствах подорожника и о том, как я это делаю, есть отдельное видео. А сейчас я покажу вам, как я заготавливаю сок и храню его в холодильнике вот в таких миниатюрных баночках. Сок прекрасно хранится в холодильнике несколько месяцев. А вот использовать сок подорожника после глубокой заморозки мне не понравилось, эффекта я не увидела. К слову сказать, после травмы от погружного блендера в будущие разы я изготавливала сок подорожника с помощью самой обыкновенной соковыжималки. Сока получается гораздо больше, а риски существенно ниже. Прошло 2 недели, я периодически раз в 3-5 дней смазывала меристему соком подорожника. И как всегда получила совершенно неожиданный результат. Все дело в том, что смазывала я одну меристему, ту самую набухшую, а детку получила совершенно из другого места. Сок подорожника, как и настой из его листьев, как всегда, дали совершенно непредсказуемый результат. Детка появилась оттуда, откуда я ее совершенно не ждала. Что я делала с пнем для того, чтобы детка появилась, помимо того, что смазывала меристемную почку, хоть и другую, соком подорожника? Обратите, пожалуйста, внимание на свои экраны. С правой стороны та почка, на которую я воздействовала соком подорожника, а с левой стороны образовавшаяся детка. Каждый день я увлажняю корневую систему растения. Если вы уже давно на этом канале, то наверняка помните видео, которое называлось «Замочи пень так, будет детка». Все мои случайные и не случайные эксперименты являются моим багажом знаний и опыта для будущих ситуаций. И, памятуя о том опыте, я применяю его для образования детки на этом пне. Итак, каждодневное мероприятие. Горшок с пнем ставится в емкость большего размера и полностью заливается водой. Водой или настоем листьев подорожника. Всего 100 мл настоя листьев подорожника и 900 мл воды. Такого количества жидкости вполне достаточно для того, чтобы напитать корневую систему растения для активации меристемы. Проливаю не скупясь и не заботясь о том, куда попадает вода, а точнее настой, разведенный в воде. Корневая система при этом находится в емкости с водой и полностью пропитывается водой. Много воды, много света, в том числе прямые солнечные лучи в моем случае, и хорошая вентиляция корневой системы. Помните, в каждой моей посадке в горшке проделано огромное количество вентиляционных отверстий. При таких посадках, при таких условиях орхидеи не страшен даже такой экстремальный способ полива. Орхидея вместе с горшком просто плавает в емкости с водой. Не пугайтесь, ничего от воды у орхидеи не гниет. Орхидеи не боятся воды. Если у ваших орхидей что-то гниет, проанализируйте условия содержания ваших орхидей и уход за ними. Достаточно ли ваши орхидеи получают солнечного света, в том числе естественного, хороший ли воздухообмен вокруг них
и достаточное ли количество воды вы предоставляете своим орхидеям. Вот так в растворе дождевой воды и настоя листьев подорожника орхидея может проплавать полчаса, а то и больше. Не слушайте все эти ужастики о водобоязненности орхидей. Все это неправда. Неправда, основанная на незнаниях и ереси, на незнаниях физиологии орхидей. Ведь орхидея – это точно такое же высшее растение, как другие. Когда орхидея всего достает, она развивается небывалыми темпами, буквально семимильными шагами. Ждать долго не приходится, все развивается буквально на глазах. На ваших глазах орхидея была разделена, на ваших глазах на нижней части орхидеи образовалась новая жизнь. Получив детку, нужно вырастить из нее здоровое, крепкое, сильное и полноценное растение. Как это сделать? Как всегда, будем следовать научным путем и создадим для орхидеи такие условия, при которых она сможет функционировать с помощью двух путей фотосинтеза, с помощью КАМ-пути фотосинтеза и С3 пути фотосинтеза. А для этого, начиная с первых дней жизни новой орхидеи, мы подключаем водные процедуры. Опрыскивание, душевание, купание, все что угодно, лишь бы на тыльную сторону листа орхидеи попадали капельки воды. Для чего это нужно? В чем смысл? А смысл в том, чтобы запустить процесс С3 фотосинтеза в дневное время. В этом нам помогают капельки воды, попадающие на тыльную сторону листа орхидеи. Тургорное давление в листе повышается, устьичные щели растягиваются и начинается забор углекислого газа в организм орхидеи. Не бойтесь воды, вода является основным компонентом правильного развития и быстрого роста орхидеи. Помимо воды, большого количества воды орхидеи нужно много солнечного света. Не те искусственные лампы, которые многие используют на стеллажах для орхидей, а именно естественного, природного солнечного света. И если у вас есть хоть малейшая возможность перенести свои орхидеи со стеллажей к естественному свету, сделайте это. Изменив условия содержания своих орхидей и обеспечив им уход, близкий к природному, вы удивитесь, какими темпами способны развиваться орхидеи. Чуть больше месяца с момента деления орхидеи и до момента образования вот такой замечательной детки. Как всегда, для масштабов в посадку кладу пластиковую крышечку для того, чтобы вы представляли реальный размер этого нового орхидейного создания. А в завершении видео радостные новости для тех, кто ждет цветения верхней разделенной части орхидеи. Начался распуск первого ответвления. Цветы очень маленькие. Обычный размер цветка взрослого Magic Art в моих условиях 10,5 см. Сейчас распускаются небывало маленькие цветки размером всего 7 см. И этому, конечно же, есть объяснение. И листовая масса растения, и корневая система после деления развиты недостаточно хорошо, и поэтому у фаленопсиса нет достаточного количества резервов для формирования крупных цветов. При этом необходимо отметить, что в течение недели, а то и двух, размер цветка фаленопсиса будет увеличиваться. И я обязательно покажу вам этот фаленопсис, а точнее верхнюю его часть после деления в момент полного распуска. Ну а пока я напомню вам, что 15 минут вы провели вместе с каналом «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео.
и оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.